Всем привет! Новая история из жизни нашего лебединого семейства, за которым мы с вами уже давно наблюдаем. А вы видели, как появился первый птенец, вы видели спуск на воду, когда они первый раз попробовали и убедились, что умеют плавать. Сегодня мы с вами увидим их первое дальнее плавание. К тому же я расскажу, что стало с двумя яйцами, из которых птенцы не вылупились, и чем питаются птенчики в начале своей жизни. Это будет ближе к середине, к концу ролика. Анфисия тоже пришла посмотреть на цыплят. Я постарался максимально сохранить звук природы. И они тоже перья чистят. Повторяют за мамой. Будет пение птиц, шум воды, разговоры лебедей между собой с птенцами. Поздоровались. Ролик получился длинный, 20 минут. Я старался минимально сокращать. Смотрю, ты по дну собирал активно. Да, на голове рыжая вон. Что-то вкусное появилось на дне. Анфисия. Он вообще, манеры у него плохие какие. Гнездо находится прямо с нашим пирсом. Если вы первый раз на канале, первый раз смотрите видео про лебедей, семейство, они свили гнездо прямо рядом с нашим пирсом. Нет, большой еще для тебя, не сможешь съесть. Она пусть поест, она проголодалась. Мама проголодалась, пусть ест. Далеко вас взяли плавать-то. Тут папаня. Ох, не плавали бы вы никуда, а? Все, они выплывают в озеро. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзея. Ну, у вас прямо дальнее плавание какое-то сегодня. Одному 2 дня всего. Одному 4, одному 3, одному 2. А вот это семейство лысух, у них тоже птенчики.
Вот 3 птенчика. Папа, мама и 3 птенца. Вот. Сейчас мне придется им помочь. Испугались. Ладно, я его заберу, тогда им горошку дам, чтобы... Вот я лебедя сюда выманил кормом. И они тоже перебрались на другую сторону. Все. Все семейство перебралось. Лысухи живут здесь же, слева от пирса в тростнике. Там мама с семейством. И тут семейство. Там трое и тут трое. А за лебедями все это время наблюдала Анфисия. Анфисия очень много времени проводит, наблюдая за лебедями. А по вечерам мы ее... Вчера в час ночи я ее забирал, сидела, смотрела на них. Думаю, надо подписаться. Итак, два слова. Они сносили яйца одно за одним. В течение там недели, наверное, было снесено 5 яиц. А некоторые сносились день за днем, иногда были перерывы 2 дня. Вот, я все это заснял, у меня на каждый день есть документальное подтверждение. А вылуплялись они один за одним в течение 3 дней, вылупилось 3 птенца. Вот, а там 2 чомги. Там 2 чомги, а тут у нас вот семейство за тростником. Вот, и плывут. Да, лысухи из клюва в клюв кормят этих детишек. Из 2 яиц птенцы так и не вылупились. Мы долго наблюдали, но нет. Мама-лебедь, она продолжала довольно долго высиживать вот эти 2 яйца, она их переворачивала. Но когда прошло около 10 дней после последнего вылупившегося птенца, она постепенно стала меньше и меньше. Ну, все, стало понятно, что не будет больше. И сейчас она уже практически на гнезде не сидит в течение дня, только ночует. Потом, видимо, яйца будут из гнезда удалены. А почему они не вылупились? Ну, причин довольно много. Они могли быть просто неоплодотворенные. Вообще в этом году у этой пары должен был быть перерыв. Они сносят через год. Вот, и они в 2020 году имели птенцов. У них выросло уже 6 взрослых детишек. И мы были уверены, что они в этом году будут пропускать. Но нет, они не пропустили в этом году. И кладка была очень поздняя. Они опоздали почти на месяц с кладкой. Весна была очень затяжная и очень холодная. Необычно холодная, самая холодная за последние 34 года. Вот как метеорологи написали. Какой-то набор факторов привел к тому, что из 5 яиц из 3 вылупились птенцы, а 2 яйца так и не вылупились. Но кладка все равно считается успешной. Бывает. Значит, вылуплялись они тоже по одному в день в течение 3 дней. Плавать они начали буквально сразу. У меня есть видео на канале, как они, первый спуск на воду, посмотрите. Чем питаются? Первый день после вылупления птенец питается запасами, то, что желтковыми. А со 2-го дня начиная они питаются тем же, чем и взрослые. То есть они уже появляются на свет зрячими, умеющими плавать и способными есть пищу. На первых порах они собирают ряску с поверхности воды. Обратите внимание, они по поверхности воды что-то собирают все время. Уже на 3-й день они там щиплют вовсю листочки, траву. Они в этом плане, природа позаботилась, чтобы они были абсолютно неприхотливыми и выживали сами. Давайте будем радоваться вот этим 3 птенцам, которые появились. И Анфисия. Анфисия наблюдает пристально за всем. Вот кто больше всех про все знает, больше всех знает вообще про все, что тут происходит, так это Анфисия. У нее все под контролем. Сейчас он У нее начнет абсолютно. к ней прикапываться.
Да. Прогонять ее сейчас будут. Ну, традиционные высокие отношения сейчас будут. Мог бы ее уже 10 раз схватить. Что, не поддается Анфиса? Не, она психическим атакам не поддается вообще. У нее психика крепкая. Опять он будет ее прогонять. Ну, он понимает, что ему ее прогнать надо. Почему надо, он не может четко объяснить. Ну почему? Тут его птенцы. Я сейчас на гнездо полезут, я так понимаю. Сейчас я поверну камеру и буду снимать, как они на гнездо пойдут. Смотри, сколько мелких рыбок приплыло. А эти тут начали пробираться к гнезду. Давай, это правильно, мама. Это хорошая идея, наконец-то. Энгли. Тут опять у нас, опять 25. Она бы, конечно, еще немножко поплавала, но надо. Утро сегодня. Первое, наверное, хорошее такое утро. Да, утро вообще великолепное. Теплое. Так, подожди-ка, там он опять говорит, Анфисе вопрос. Ну что, говорит, эти отошли, мы еще будем продолжать дурака валять или нет? Не, он когда никого нет, он Да. Она говорит, да ну его, говорит, давай лучше поговорим. Вот стоило нам отойти, все, ничего никому не надо. Увидел лодку и тут же к лодке давай, потому что из лодки ему могут дать чуть покушать. Вот. А проплывает мимо, все, никакая Анфиса даром не нужна. Вот когда мы рядом стоим, начинает заедаться. Ну, наконец-то. Надеюсь, заряда у меня у аккумулятора хватит. Уже 5% осталось с вами. Все, пошла. Восхождение на гнездо. Малышне это труднее, у нее лапы подлиннее будут. Ну, это традиционно чистится там, сушится. Да. А мелким тоже надо забираться наверх. Вот, она им говорит, вы куда, говорит, эй. Они, нет, мы еще поплаваем, нам понравилось. Нам, говорит, очень понравилось. Да, вот у вас свое болотце тут есть. Свой прудик маленький с тростником. Вот. Вот она говорит на таком языке только для детей. Вот она такие звуки никогда не издавала. А вот когда с птенцами, смотри, вот, да, вот она издает такие квакающие немножко звуки. Вот. А эти все повторяют. Созывает их. Да, она их должна опередить, их отсечь. А они опять сюда поплыли. Ну что такое? Ну что, может быть, все-таки на гнездо пойдут? Да, она пошла на гнездо. Надо вставать. Вот она взбирается. А эти говорят, а нам трудно, нам высоко. Так, ты давай тоже.
Вот. И она им говорит, что давайте, давайте, пора уже на гнездо. Ну, посмотрим сейчас, как они будут. Ну, опять 25. Мы осмелели, да? И плаваем уже далеко. Они уже несколько раз выбирались на прогулку сегодня. И все дальше и дальше плавают. Ветер и волна. Давайте скорее к гнезду. Привет. Ну ты не бойся. Не переживай. Ты же меня знаешь. Хорош. Да. Ты не переживай. Все, поплыл. Я им плохого не сделаю. Да. Ух ты. Этот и головой нырять умеет. Молодец какой. Что? Ко мне подплыл? Молодец. Вот как она делает. Вот этих звуков она раньше не издавала. Это, видимо, вот... Ну? Ну куда опять уплываете, эй?
Теперь, что нам предстоит еще увидеть? Будет выход на лужайку. Они долгое время плавали куда-то далеко, то есть они уплывали щипать траву куда-то далеко. Пока один раз, у нас была разборка лебедя с котами. Вы видели на канале есть ролик, как лебедь построил всех котов. И после этого они стали выводить птенцов на нашу лужайку. И они на лужайке стали кушать, щипать траву, и это стало постоянным. Вот мы это увидим, и еще мы увидим, как они в итоге поднялись на террасу, и как они потом оттуда, в общем-то, выбирались. Это как полагается. Все семейства, которые к нам приводились в прошлые годы, это всегда была обязательная программа посещения террасы. Что касается котов, мы увидим ролик про черного кота, который ходит к нам питаться, и всякие отношения наших котов, черного кота и все, что связано с котовскими делами. А на этом все. Желаю вам хорошего настроения и ждем следующих роликов, которые я усиленно готовлю. Пока-пока.